Здравствуйте, друзья! Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, раскритиковала решение Камилы Валиевой дважды прыгнуть четверной тулуп уже после проката произвольной программы на третьем этапе Гран-при России в Казани. Напомню, Камила Валиева, лидирующая после первого соревновательного дня своей произвольной программы, закрывала выступления женщин. Во время проката олимпийская чемпионка во второй раз в сезоне попробовала исполнить четверной тулуп, однако прыжок снова не удался. Фигуристка докатала свою произвольную программу и должна была уйти со льда и ждать оценки судей. Однако Камила решила все-таки выполнить четверной тулуп. В итоге после двух неудачных попыток Валиева ушла со льда. Прыжки после завершения проката очень не понравились Яне Рудковской. Со слов продюсера, есть регламент для соревнований, который уравнивает всех участников. И этот регламент должны соблюдать абсолютно все спортсмены. Камила сделала то, что никто до этого не делал в истории фигурного катания. Она сделала прыжковое шоу до выставления оценок судьями, написала Рудковская в своем телеграм-канале. Яна заявила, что не хочет, чтобы фигуристку наказывали, однако добавила, что отношение ко всем должно быть одинаковым. То, что не позволено никому, не должно позволяться и одному, написала Рудковская в своем телеграм-канале. По мнению продюсера, стандарты не могут быть двойными. Для подобных вещей есть показательные выступления. Соревнования не шоу, а значит прыжки после проката недопустимы. Также Яна добавила, что спросила у своего мужа, было ли такое когда-нибудь, и Евгений ответил: не на одном турнире в мире. А прыжки необходимо тренировать не на официальных соревнованиях, а на прыжковых турнирах. Яна, как всегда, в своем стиле, пишет, что не хочет наказания Камиле, затем в нескольких абзацах напирает на то, что есть правила и никаких двойных стандартов быть не может. И что совершенное Валиевой – нонсенс. Для меня посыл Яны выглядит так. Я, конечно, не хочу наказания Валиевой, но если есть правила и они равны для всех, то наказать надо бы. Лично у меня от данных прыжков остались двойственные чувства. С одной стороны, это турнир и необходимо соблюдать некий регламент. Все-таки зрители ждут оценок, да и соперницы тоже. С другой, пока что Гран-при России не блещет яркими событиями. Сильных и запоминающихся прокатов очень мало, а конкуренции на этапах почти нет. Плюс отсутствие показательных выступлений. Думаю, Камила совершенно не думала о том, что это может кого-то задеть. Наоборот, она хотела порадовать свою родную публику, которая в тот вечер пришла ради своей любимицы. По большому счету, ничего ужасного не случилось, если, конечно, не считать того, что Камила так и не прыгнула четверной тулуп. Наоборот, данное событие добавило некоторой ламповости турниру. Однако важно, чтобы подобное не превратилось в правило. А то любой фигурист может поступить так же, опираясь в своем решении на ранее произошедший прецедент. Лично я против какого-либо наказания, но Федерации фигурного катания необходимо выступить с заявлением, что подобное не должно повторяться и впредь будет наказываться.